7 июля сборная России потерпела поражение. Команда не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, проиграв сборной Хорватии в серии пенальти. И если большинство спортсменов получили огромное количество поддержки в свой адрес, то Федору Смолову пришлось выслушивать в свой адрес много негатива по поводу нереализованного пенальти. Футболиста, избалованного вниманием со стороны прессы, почему-то обвинили в излишнем позерстве и нежелании бороться за победу до последнего. Стоит ли говорить о том, что сам Федор очень сильно переживал свой промах? Он долго не мог покинуть место игры, на его глазах были слезы. Стадион понемногу опустел, а он все так же сидел неподвижно на середине поля. Эта фотография с одиноким Смоловым вмиг облетела все соцсети. Кадр отображал всю ту боль, которую испытывали российские болельщики, ставшие свидетелями проигрыша национальной команды. Не снимаю с себя ответственности за нереализованные пенальти. Хочу сказать только, что в моей голове сейчас слова Майкла Джордана, сказанные уже после завершения карьеры: «Я много тысяч раз брался наносить решающий бросок». И часто не реализовал. Уверен, я смогу извлечь многое из этой ситуации, отметил нападающий. За Смолова заступились знаменитости, в том числе Ксения Собчак. Ее возмутил тот факт, что Федор в один миг стал антигероем. «Я ненавижу, когда начинается травля. Когда от любви до ненависти один шаг. Не ошибается тот, кто ничего не делает и сидит дома на диване с пивом». Но и в футболе, и в жизни лучше быть ошибившимся игроком, чем удачливым болельщиком. Я думаю, для Федора Смолова этот чемпионат стал настоящим психологическим потрясением. Лучший игрок сборной на старте, все рекламные контракты, обложки его, и вдруг весь чемпионат он себя не проявляет, и его ставят в запас. Если Черчесов выпустил его в важнейший матч в середине, стоит предположить, что на тренировках он продолжал показывать блестящие результаты, но такие битвы, как вчера, это прежде всего битва воли, характера. Не все выдерживают. Но нетерпимость к чужой ошибке – самая неприятная черта человека. Давайте любить не только фаворитов нашей сборной, но и тех, кому сегодня нелегко, написала Ксения в своем микроблоге и поставила хэштег #Я Федор Смолов, который вмиг объединил всех тех, кто считает нужным высказать слова поддержки нападающему. Федор Смолов негативно высказался об отношениях с Викторией Лопаревой. Сборную России в своем инстаграме поддержала и Алла Пугачева. Примадонна поблагодарила спортсменов за великолепную игру. Проигрыш иногда бывает и победным. «Спасибо нашим ребятам за надежду и веру в российский футбол», написала Пугачева в соцсети.